Приветствую, друзья! Сегодня на обзоре как никогда актуальная вещь. Это тактический рюкзак общим объемом 50 литров. Это как раз тот универсальный объем, который подойдет ко многим задачам и целям использования. Походы, рыбалка, охота, туризм, вахта, городские перемещения, в общем все что угодно. Я с таким езжу даже на дачу, когда со мною дети. В него помещается все необходимое. Это еда, несколько комплектов одежды, игрушки, какие-то вкусняшки и тому подобное. Если у вас есть маленькие дети, вы понимаете, о чем я говорю. Сразу хочу сказать, что все ссылки, где можно приобрести, будут в описании к данному видео. А я перейду к обзору и посмотрим, что он из себя представляет. Начнем с того, что данный рюкзак имеет вес всего 1300 грамм, габариты 50-30 сантиметров. Небольшой вес играет очень важную роль при перемещениях на дальние расстояния. Материал рюкзака Oxford 900D. Рюкзак имеет защиту от влаги. Внешние стороны рюкзака дополнительно усилены клеенчатым материалом, который не пропускает влагу. Далее вы сами все увидите. Все замки двухсобачковые, пластиковые, с паракордом на собачках, чтобы при перемещениях не издавали звенящие звуки. Хочу отметить, что качество хорошее. Молнии работают плавно, не закусывают. Застежки, кольца также выполнены из пластика, имеют хорошее качество, упругие, не срываются при нагрузке. С усилием пытался их разъединить, но все безуспешно. С лицевой стороны имеются два небольших кармана, на которых расположены стропы для крепления дополнительных подсумок. Верхняя часть имеет две стропы и липучку для возможности крепления на нее опознавательных знаков. Нижняя часть имеет 6 строповок. Данная система называется моли. Внутри карманы имеют влагозащитный слой. Эти карманы можно использовать для чего-то быстро доступного. Например, аптечки, ключей, салфеток, антисептика, каких-то конфеток, если в дороге захотелось что-то заживать. В общем, все зависит от цели и условий эксплуатации. Нижний карман побольше, также имеет клеенчатую защиту от влаги. Это не значит, что вовнутрь не попадет ни капли воды. Вода все равно просочится через замок, но ее количество будет намного меньше. Если есть цель, чтобы защитить рюкзак полностью, то можно приобрести специальную плащ-накидку на рюкзак. Ладно, пойдем дальше. Следующий отдел является средним по размерам. Внешняя стенка также усилена клеенкой, а вот задняя уже без нее. Но вместо нее внутрь вставлена прослойка из упругого материала толщиной около 2-3 мм. Мое предположение — это что-то вроде изолона. На данной стенке расположено 3 небольших кармашка. 2 сетчатых, один общий побольше. В них можно поместить какие-либо документы, телефон. Сам отдел вполне подойдет под продукты или вещи второй важности. Также хочу отметить хорошее качество швов. Я думаю, вы сами это заметили. Переходим к основному, самому большому отделению. Этот отдел используется больше для одежды и емкости с водой. Казалось бы, при чем здесь вода? Так вот, если присмотреться к задней стенке, сверху имеется отверстие. Оно сквозное. Снаружи оно прикрыто резинкой. Это, ребят, технологическое отверстие для вывода трубки наружу из емкости с водой или другим напитком, чтобы, допустим, при марш-броске не отвлекаться и попить во время движения. Данный отдел имеет 3 кармашка. На задней стенке один из ткани с утягивающей резинкой. С передней части 2 сетчатых кармашка. Один на молнии, другой на резинке. Как вы видите, сюда спокойно помещаются 2 коробки из-под обуви. При этом еще остается место. На этом карманы не закончились. С задней стороны рюкзака есть карман на липучке во всю длину рюкзака. Его можно использовать двояко. Для каких-либо плоских предметов, либо для вставки твердого материала с целью сделать спинку жестче. Таким образом, нагрузка на спину будет лучше распределяться и, соответственно, пользователь будет меньше уставать. Задняя часть рюкзака дышащая, выполнена из сетки. Лямки также дышащие, довольно широкие и имеют внутри мягкие вставки. На рюкзаке предусмотрено 2 фиксации лямок на уровне груди и на уровне пояса. Все длины соответственно регулируются в зависимости от габаритов пользователя. На лямках также имеются полукольца для зацепок какого-либо оборудования, к примеру, компаса, бинокля и так далее. По обоим бокам у рюкзака также имеются строповки для крепления дополнительных подсумок или другого оборудования. К ним можно закрепить, допустим, тот же коврик, штатив,
возможно даже часть боезапаса, вариантов много. Что же еще в этом рюкзаке интересного? Мне понравилось, что он имеет быстроразъемные усиления по всему периметру. Они придают дополнительную прочность всему рюкзаку при загрузке. Ширину набивки рюкзака можно также ими отрегулировать, если вы используете не весь объем отделений. Это позволяет все уместить более компактно. В общем, друзья, мне нравится качество изделия, функционал. На мой взгляд, это один из лучших вариантов тактических рюкзаков. Расцветки бывают разнообразные, в зависимости от условий, где их собираетесь эксплуатировать. Теперь один из важных вопросов: где приобрести такой рюкзак? Друзья, на самом деле такую модель продают много где, но не всегда качество оправдывает ожидания. Да, внешне вроде бы они похожи на картинки, а по факту может быть далеко не так. Я заказывал эти изделия на одной из лучших фабрик в Китае. Благо у меня есть знакомые в Поднебесной, которые готовы помогать с поставками отличных товаров. Изначально заказывал для себя из своих знакомых ребят. Оценив качество, я организовал поставки для реализации. В связи с чем я пробую немного себя в торговле, выходе на Marketplace, но продаю товар только проверенный и хорошего качества. Так что если у вас есть интерес и желание приобрести себе такой экземпляр, то можете связаться со мной, либо заказать через Marketplace. Ссылку на товар я оставлю в описании. Но там выходит дороже, так как площадка берет большие комиссии. Я также есть на Авито. Там получается намного выгодней. В общем, пишите, звоните. Если приглянулся, то я смогу вам его отправить. Для моих подписчиков цена будет самой низкой. Не забудьте мне сообщить, что вы подписаны на мои каналы SPV Project. На сегодняшний день есть 3 варианта расцветки. Первый — это классические хаки, второй чисто черный, третий — это камуфляж. Вот такой, ребят, получился обзор. Конечно, немного с рекламой самого себя, за что извиняйте, но думаю, весьма полезный и объективный. Делитесь в комментариях опытом использования аналогичных рюкзаков. Будет интересно. Кроме этого, есть еще кое-какой крутой инструмент на продажу, а именно гвоздезабивной пистолет Тоя и пистолет для силикона этого же производителя. Скоро выйдет детальный обзор, можете найти товар в профиле Авито или написать мне любым доступным способом. Если вы в первый раз на моем канале, то возможно вас заинтересует мой проект строительства загородного дома с нуля своими руками, практически в одиночку. Уже многое сделано. Вышедшие части можете посмотреть по ссылкам в описании. И да, если у вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на мои каналы в других социальных сетях, чтобы не пропустить следующую серию. Поставить свой царский лайк, поделиться с друзьями, ведь это не так сложно, а мне будет приятно. Главное, никогда не сдавайтесь, делайте больше своими руками. Всем пока-пока, до новых встреч!